Давай начну 4-й сезон, начало с фанфар. Да давай просто. Только 4-й сезон, начало фанфар. Так ты же говоришь. Я и начну. Да говори. Ну вот и говорю. Можно? Можно? Всем привет, это Орел и Решка, чудеса света. И это 4-й сезон наших чудесных приключений. Да, и у нас сразу две новости. Василиса, орк. Так это не новость. Давай еще раз. Давай. Это необычный выпуск «Орла и решки». Это спецпроект «Орел и решка неизданное» 4-го сезона «Чудеса света». Доброе утро, чудо. Сегодня мы покажем все, что не попало в монтаж официальных версий. Это Решка, это лайф. Все, что осталось за кадром. Я считаю, что тема яиц недостаточно раскрыта. И все, что не пропустила цензура. Достаточно эротично. Банан, кокосы. О, сиськи. Игорь, сфокусируйся, меня, пожалуйста, снимай. Неудачные дубли, По этому номеру можно мою речь. Если бы я арендовала Жульен. Пока еще могу говорить, нет, уже не могу. Какие горы, какие небо, извините. Какие небо, красота! Разбойники, бездомные, Моргенштерн. Потом тут поселилась богема. Ну, а если бы мы... Запишите эту мысль. Дубли! не вошедшие сюжеты, Спасибо сценаристам. Сейчас еще на попке с порога на порог поедем. личные впечатления Неплохо. В машине все продумано для вашего удобства. Ничего не понятно. Очень красивенько. Нет, подожди. Очень увлекательно. Ничего не понятно. Жир течет по моим выщипанных усам. и откровения ведущих. Я все хочу сказать, что я выщипываю усы. Это нормально, девочки. Ребята, я этого ждал 27 лет. Тут все по парочкам. Я тоже хочу себе парочку. Эй, Мэнсон! Yes. Вот, теперь я довольна. Мы покажем вам 45 минут чистого эксклюзива. Никого не теплее. Удалите это. Еще больше историй Сладкий апельсина, я убью соседа, да-да-да. И я не помню вот. Машину-то соберем по дороге. Батут работает. Тряска. еще больше «Орла и решки». Блин, Олег, там голова твоя. За чудеса света! Вот уже 4-й сезон «Орел и решка. Чудеса света» путешествует по самым удивительным и потрясающим местам нашей планеты. Как будто я могу докоснуться рукой. Какие невероятные виды. И за эти 20 выпусков мы открыли ранее неизведанные, Как круто! Вы здесь одни! неожиданные и необычные чудеса света. Киберпанк Иисус. Это выглядит как минимум необычно. Мы побывали на огнедышащих землях и землях индейцев. Увидели крупнейшие в мире болота и пустыни. Мир без времени и настоящей сказки. Изведали чудеса Гондураса и Андорры. Я такого никогда не видела. И еще мы повстречали самых крупных китов на планете. Чума! Какой он гигантский! И даже сами совершили чудо, прошли по пути святого Иакова. Это возможность задуматься, правильно ли вот по этому своему жизненному пути, по этой своей колее ты идешь.
Но за всеми этими чудесами скрываются не менее чудесные испытания для нашей команды. Этот уикенд вы будете наблюдать мое личико в масочке. Ведь мы по-прежнему снимаем во время мировой пандемии, поэтому вынуждены носить маски Так, девчонки, я в маске за безопасное общение. Ола! и постоянно сдавать тесты на ковид. Йоу, йоу. Я. Спасибо. Более того, многие страны остаются закрытыми для туристов. Нелегал? И только благодаря нашим продюсерам мы попадали к желанным чудесам. А еще у нас часто задерживались рейсы, ломались дроны. Дрон, летящий в небе, парящие чудеса, снимающий батареи, разряжающий. Чтоб коптеры не падали. И попросту подводила погода. С погодкой повезло. Если так будет все 2 дня, то фиг я чего увижу. Классно покатались. Но все эти трудности еще больше сплотили команду «Орел и Решка». Антон и Игорь. С любовью. И мы сумели наснимать столько интересного, что все это не влезло в эфирные версии программ. Ухо. А те руки подняла. Руки вверх. Давайте. Как будто из овцы пьешь. Да. Здорово, что есть неизданное. Сейчас мы все не вошедшее вам и покажем. Ой, да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой MasterCard не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. В этом сезоне навстречу чудесам отправились уже полюбившиеся вам ведущие Василиса Хвостова С ней нам точно скучно не будет. и Антон Зайцев. Это просто моя работа. Правда, путешествие Антона началось с одной чудо-новости. Антон проездил полмира, купался в океанах, взбирался на горы, а потом из метро вышел и сломал ногу. Блин, заметно, да? Да, чувак, До заметно. конца сезона. Поэтому, как только Антону выпадала возможность арендовать транспорт, он сразу это делал. Я интересный, подберите меня. Я интересный. Мужик, коня погонять. На чем Антон только не ездил? На осле, Ау! на быке, Вы серьезно? На быке? По коням! на лошадях. Ну давай. Да-да-да, дорогая. Принц на белом камне. Ко мне? Эй, подруга, отзовись. И даже пытался на машине. Эй, сеньора, суступидос дорогас. За рулем знатно дебилос. Это просто моя работа. Но, несмотря на все сложности, Антон все равно оставался активным. Аттракционы. И вот так могу, и вот так могу, и вот так могу. И был на позитиве. Пользуясь случаем, приглашаю на мои курсы паркура. Также за этот сезон наш Антон еще больше возмужал. Ай-яй-яй. Антоша, 27 годиков. Стал серьезнее Сядьте. и, внимание, даже дважды стал отцом. Называется «Антон и его новая семья». Стерпится, слюбится. Первый раз это произошло в Эквадоре.
Я на самом деле сейчас абсолютно серьезно. Усыновлю вот эту красную обезьянку. Держи. Зови меня батя. Отец-одиночка. А второй раз Антон стал папой на Кабо-Верде, усыновив редкую птичку Фаэтона. Ответственный момент. Ну, смотрите, взъерошенное оперение, алый клюв, противный визг. Ну что, Вась, лети. В общем, стало ясно, что семейные ценности Антону близки. Ола, матушка, как сама? Иначе как объяснить тот факт, что в каждой программе он вспоминал свою маму? Мать моя бразильская женщина. Мать моя вулканическая порода. Мать моя гуакамоле. Мать моя Шакира. Мать моя рифовая акула. Мать моя островитянка. Мать моя европейская стабильность. Мать моя Кармен Лаура Гарсия. Мать моя Кинзмараули. Мать моя швейцарская русалка. Короче, за этот сезон мы поняли, что Антон не только впечатлительный ведущий, но и очень чуткий сын. Есть? Сделаю еще фоток и маме отправлю. И Алине Островской, и Юле Коваль, и Оле Антиповой. Черт возьми, я черная вдова, я растерял всех женщин. Ты черный вдовец, дурак. Но какие бы соведущие не были у Антона раньше, Василиса Хвостова затмила всех. Наша Василиса пришла в программу бойкой и дерзкой девчонкой. Немножечко промазывала. Но в этом сезоне ее будто подменили. И вот такие дыхательные практики безумно очищают ваш мозг от ненужной информации. Вы вот прям вот возобновляете свою энергию, чистите чакры. Вот. Василиса стала уравновешеннее, спокойнее и искреннее. Видите слезы? Нет, это не от ветра, это от счастья. Она научилась контролировать свои эмоции. О, легче стало. Профессионально выросла. Но я здесь не за этим. Так, не смейтесь, пожалуйста, со мной. Я профессионал. А тут что еще? Вот это... Стала женственнее. О! Так, Петюню! Девчонки, если приедете сюда с парнем, бобы лучше не есть. То он услышит ваши... И что важно, Василиса научилась лучше рассказывать вам интересные факты. Это не только самая большая дыра в Бразилии, но это еще Помимо ара, здесь живет 156 видов птиц. Туканы, попугаи, доктора, утки, стервятники. Лягушки. Короче, все. И это еще не все. Но самое крутое, это то, что я нахожусь Давай, Игорь. Но самое крутое, это то, что я нахожусь на краю Европы. Все, пошла, Игорь, жду команду. Но самое крутое, следы ягуара. Здесь кайман. Ох, и потонал. Потонал? Пала, Пама. В 80-х годах они построили. Ты это снимаешь? Да. Поехали.
80-х годах. Ёпся, успокоилась. В 80-е годы они построили здесь плотину высотой реки поднялась. 80-е годы они... Все, хватит. И благодаря этому могут туристы плавать на лодочках. Спасибо. Спасибо. Ой, фу, черт, это реально говно. Но как бы Василиса не менялась, она по-прежнему продолжает искренне всему удивляться. Мать моя женщина, тут бомж. Вот, что это такое? Олег, посмотри! Маленький ананасик! Вы поняли, что я типа в афиге? Давайте еще раз, может, зайти. Руки вверх! Да он сам открылся! Обалдеть можно, господи! Не брызни туда! Там огромная жопа пчелы! Салфетки! Вдохновляет. Вот если бы я сейчас была Антоном Зайцевым, я бы сказала, это услада для моих уст. Это, как он говорит, очарование. Я не Антон Зайцев, я Василиса Хвостова, поэтому я скажу супер и добавлю пупер. Сан-Сальвадор – неспокойный городок с самым высоким уровнем преступности. Но зато этот город покрыт тропическими лесами, вулканами и плантациями кофейных кустов. Мы приезжали сюда увидеть чудо-чудесное «Цветочный путь». Но с годами оно немного изменилось. У вас есть цветочный путь, все должно быть красивенько, чистенько, благородненько. А на деле что? Куча мусора. У нас же ничего не меняется. И в неизданном мы показываем вам не вошедшие сюжеты. Вот один из них про магию и мистику. Не будем забывать, что сальвадорцы – потомки древних майя и других индейцев. Поэтому, хоть страна и католическая, тут верят в магию и в случае чего обращаются к шаманам. Я тоже решил испытать судьбу. И в поисках шамана пришел на местный рынок. Бон диа! Бон диа! О, наконец-то нашел. Вот оно, представительство черной магии в Эль-Сальвадоре. Это невзрачная на первый взгляд женщина, известная колдунья. Говорят, что ее дедушка продал душу дьяволу, а взамен получил дар колдовства. Я помогу тебе узнать твое будущее. Про любовь, про работу, про друзей. А сколько стоит? $15. Недешево обходится мне будущее. Но я должна тебя предупредить, что этот ритуал забирает 5 дней твоей жизни. Она сейчас серьезно? То есть ты умрешь на 5 дней раньше, чем предначертано судьбой. Не знаю, что у меня будет в будущем, но точно на 5 дней меньше теперь. Окей. Как она пахнет. Так, но пока что она похожа не на колдунью, а на обезумевшую кошатницу. Ритуал начинается с молитвы. Колдунья заговаривает карты и просит богов помочь ей. Потом я выбираю 9 карт из колоды, которые и покажут мне мое будущее. Фу! Вот я не верю ни во что из этого, но потом, когда ты вот эти 9 карт выбираешь, ты, во-первых, думаешь, что ты ответственный за выбор, во-вторых, начинаешь переживать. А вдруг там что-то не то? У тебя будут проблемы. Отличное начало. Твоя девушка забеременеет. А можем как-то карточку прибрать?
Отменить карту можем? Кто-то вонзит тебе нож в спину из твоих близких друзей. Я вам тут заплатил, чтобы вы мне настроение портили каждой картой, окей. Ну тут сердечки, тут сердечки. В твою девушку влюблен другой мужчина и хочет ее увести. А у меня будет что-то позитивное сегодня? О, Господи, тут смерть. Кто-то из твоей семьи умрет. Нифига себе, пришел погадать. Дьявол. Рядом с тобой дьявол-женщина. Она питается твоей энергией. Кто бы это мог быть? Из-за проблем ты будешь много плакать. Сезон чудеса света, смерть и разложение. Ну что там, я ненавижу детей, что меня заколет ребенок, что там еще осталось? У тебя будет много девушек. О, мой друг, ты любовник. Прикольно. Ну что ж, смерть, депрессия, разложение, слезы, проблемы. Со мною только из-за денег. Девушка забеременеет. У меня друзья, которые готовы вставить мне нож в спину. Я верю в черную магию. И все у меня в целом не очень-то радужно. Спасибо огромное. Мои $15 и 5 дней у вас. Я в депрессию. А, я наступил на кошку. Господи, да что за день? Что за день такой дебильный? В каждом выпуске «Орел и решка. Неизданное» мы составляем для вас рейтинги самого-самого. За логистическую гениальность. Самые умопомрачительные красоты. Вау! Какие невероятные виды. Это даже не ах. Это ах. Самые большие траты. Просто amazing. Самые экстремальные развлечения. И многое-многое другое. Слышь, ты еще говоришь, что у него нога болит. Это наши личные, субъективные, Из князи в грязи. Завидный жених. Я по тебе скучала. это просто какой-то ужас, предвзятые, Продюсер, спасибо большое, а. иногда сумбурные впечатления. В какой момент моя жизнь свернула не туда? И никакой рекламы или антирекламы. Всех, кто не вошел или вошел в список самых-присамых, просьба не обижаться. Парни, сорян, это моя работа. Итак, представляем вашему вниманию список удивительных, изумительных, в общем, самых красивых природных красот этого сезона. Вот это бомба-лейла, а это не бомба, это бомбище. Хлопаю. 5-е место. Пантанал, Бразилия. Это самое огромное болото в мире, размером больше, чем Англия, Греция или Португалия. Здесь 3500 видов растений и свыше 1000 видов животных, большинство из которых не встретишь в каких-либо других местах планеты. Четвертое место. Мезоамериканский барьерный риф Гондурас. Это длинная цепь кораллов, которая тянется на 960 километров. Мезоамериканский барьерный риф второй по величине в мире. Здесь обитают миллионы живых организмов. Это настоящие подводные джунгли. Третье место. Гора Матерхорн, Швейцария. Гордая и неприступная гора Матерхорн высотой почти 5000 метров. Считается самой непокорной вершиной в мире. Восхождение на нее с трудом дается даже для гуру альпинизма. Господи! Я просто не представляю, как на нее можно собраться. Она настолько крутая.
Второе место поделили сразу два испанских чуда. Величественный священный горный хребет Монсеррат, который протянулся на 10 километров. Красиво. Правда красиво. И глубокая горная долина Монт-Ребей, в которой протекает изумрудная река. Реально, это просто потрясающе. Планета наша, она полна таких удивительных мест. И, наконец-то, первое место. Белая пустыня, Бразилия. Это 1500 квадратных километров белоснежной песчаной территории с десятками лагун и рельефами, которые искусно создала природа. Офигеть! Слушайте, это по-настоящему, это все реально. Это как будто я попала на небеса, первая мысль на самом деле. Блин, класс! Знаете, кажется, что в огромный песчаный океан добавили капельку обычного. И получилось чудо света. Швейцария полна чудес. Одно из самых живописных – это Люцернское озеро. Именно на его берегах началась история всей страны, и именно здесь лучшие условия для размеренного, роскошного отдыха. Любим мы денежкой пошебуршать в Швейцарии. Чудо! Ты чудо. Поэтому Антон с безлимитной картой себя чувствовал как рыба в воде. И отдыхал в дорогущем, огромнейшем номере за $20 000 в сутки. Благодарю. Могу сейчас попросить произвести оплату? Конечно. Есть. Спасибо большое. Вот ваши ключики. Наслаждайтесь пребыванием. Спасибо огромное. Президентский номер? Конечно. Класс. Надеюсь, президент уже выехал. А Вася скиталась в поисках дешевых развлечений и попала в музей-фабрику стекла. Сюжет об этом мы приберегли для неизданного. Ух ты! Как интересно! Маленькая фабрика Глазей Хергисвиль славится тем, что вот уже 200 лет здесь вручную делают стекло. Обалдеть! Впервые в жизни вижу, как люди вживую изготавливают стекло. Она как раскаленная лава. Я не представляю, какой это опасный труд. Представляете, хотя бы капелька вот этого вот стекла попадет тебе, не дай бог, на кожу, и все, это ожог 1000 степени. Вызывай больницу. Из-за того, что это все ручной труд, изделия из стекла тут стоят недешево. Самая маленькая вазочка – $100. Понятно, что такая роскошь не для бедного туриста. Но даже с минимальным бюджетом есть возможность посетить одно здешнее развлечение. А еще здесь есть стеклянный лабиринт. И чтобы ничего в нем не разбить, здесь выдаются вот такие вот тапочки, которые нужно обуть, и перчатки. Так, пальтишко я сниму, пожалуй, тоже. Вау! Ой, Олег, я не поняла. Я подумала, что ты со стеклом. Слушайте, так странно здесь передвигаться в пространстве. Ой! Так, пойдемте дальше. Я как будто Алиса в стране зазеркалья, только Василиса.
Это первый и единственный стеклянный лабиринт во всей Швейцарии. Попадая внутрь, ты будто растворяешься в прозрачной бездне, а игра света и звука вовсе сбивает с пути. Знаете, еще вот эта таинственная музыка, этот цвет делает это место таким волшебным. И чтобы не врезаться в стекло, нужно аккуратно идти на ощупь. Здесь настолько теряешься в пространстве, что просто не можешь понять, в какой стороне стекло есть, а в какой его нет. Вот. Я здесь не доверяю своему зрению, я доверяю только тактильному чувству. Вот, туда. О, наконец-то! Я все-таки нашла выход. Вау, это реально? Если вы хотите попасть в страну Зазеркалья, то вам точно туда. Я до сих пор не знаю, что точно меня ждет в этот уикенд, но я знаю, что могу рассчитывать на консьерж-сервис своей премиальной картой MasterCard. Просто звонишь в любое время суток из любой части мира и знаешь, что сервис поможет организовать любую услугу. Удобно, все как я люблю. Алло, здравствуйте, это Василиса Хвостова. Узнали? Класс! Какие бы чудеса света не встречались нашим ведущим, пожалуй, самые любимые их чудеса – кулинарные. В таком графике им даже приходится перекусывать на ходу. Зато когда приходит время пробовать еду, ведущие буквально готовы съесть все. Перец, перец, много перца. Именно поэтому мы составили рейтинг топ-5 чудесной еды. Надо попробовать. Здрасте. Мы же все в передаче пробуем нашей. Итак, 5-е место. Это лук кальсот, который Антон изведал в Андорре на празднике Кальсотада. Если честно, это больше выглядит, что они хотят избавиться от лука, чем приготовить его. Но самое главное в этом блюде не то, как его готовят, а то, как его едят. Это должно быть эротично. Как будто бы снимаешь чулки. Это очень сладко, а потом слегка островато. И отличный вариант для первого свидания. Абригадо! Ух ты! 4-е место. Кракосы, которые очень впечатлили Василису на Кабо-Верде. Это такие моллюски, которые живут в ракушках. И прежде чем отведать этот деликатес, его нужно постараться еще извлечь. Ну давай, удиви меня. Ну, друзья, по вкусу это классическая креветочка. Очень вкусная. 3-е место занимает особенное мороженое из куя, или по-нашему из морской свинки. Такой десерт очень популярный в Эквадоре. Боже мой, какой кошмар! У меня вообще в детстве была морская свинка. Кусочки, я сейчас не поняла, то ли это арахис был, то ли это... Ой, это какая-то... ну это, наверное, часть была морской свинки на самом деле. 2-е место. Мексиканское блюдо кабрито. Туша молочного козленка. О май гад!
Вот это, конечно, махина! Чудесным это блюдо делает не только размер. Его жарят на углях бобового дерева мескит, благодаря чему и появляется такая золотистая корочка и великолепный аромат. Мне кажется, это самое нежное мясо, которое я пробовала в своей жизни. Оно просто сразу же растворилось у меня на языке. И на первом месте самый лучший в мире стейк по версии Netflix. Его мы нашли в Испании. Эти величественные иберийские быки растут около 15 лет. Давай, я тебя сейчас покормлю, а потом ты меня. Потом мясо еще дозревает в погребе, и только после этого оно жарится и попадает на стол к богачу. Я не знаю, лучшее ли это мясо в мире, но это точно лучшее мясо в рейтинге Зайцева. А я был практически во всем мире. Следовательно, это лучшее мясо в мире. Так. Thank you. Thank you. Золотые рудники Лас-Медулас – это горы невероятного огненно-рыжего цвета, в которых древние римляне добывали золото. Идущие к чуду приветствуют тебя! По пути к чуду Василиса увидела средневековой замок Карнатель X века. Его, правда, невозможно не заметить, ведь он расположен на высоте 786 метров. Поэтому проехать мимо Василиса просто не смогла. Что? Кто там наверху? Эй! В этом замке раньше жили короли и королевы. Сейчас же тут устраивают фестивали, концерты и рыцарские турниры. Ух ты, настоящие рыцари! Эти люди в доспехах – ролевики. Они занимаются реконструкциями исторических событий и показывают их на фестивале. Сейчас мне повезло увидеть их репетицию. И ребята не только разрешили мне посмотреть на нее, но и дали подержать в руках меч. Вы шарите, да, что я сейчас стою, а тут рядышком настоящий тамплиер? Боже, is it real? Yeah. Really? Не работает? Нет, таким мечом ты даже колбасу не порежешь. Боже мой, как круто! Я сейчас буду визжать, как мальчишка. Обалдеть! Олег, хочешь попробуй? Проткни меня, проткни мой щит. Давай. Знаете, что делает ведущий? Убивает! Спасите! Помогите! Спасите! Help me! Help me! Что? Давайте. Yes, let's do it. Боже мой, о таком я и мечтать не могла. Обалдеть! Слушай, ну я готова к схватке с Антохой. Вот так приду к нему на финалку. Ёпрст. Боже мой, что вообще в них можно делать? Я не знаю, даже передвигаться трудно. Мне даже тяжело поднять руки. А как драться вот в этом одеянии? Ну, очень сложно. Так. На голос. Слушайте, а страшно так? Кажется, как... Что? Куда идти? На тебя? Олег, смотри, а то я сейчас тебя обезглавлю. Где человек? Where are you?
О! Ты теплый. А! О! Очень сложно. Где? Во-первых, я не вижу своего оператора. Олег, скажи мне что-нибудь. Как Mortal Kombat. Jump, jump, jump. And me, jump. Виктор, be careful, please. Слушайте, ну это очень круто. Ой, Тоня, мне уже тяжело. Боже мой, я 3 раза помахала этим мячом, у меня уже сейчас рука отсохнет. Все, сдаюсь. Олег, ты где? Сними с меня шлем, все, хватит над ведущей издеваться. Пустыня Чиуауа – одна из самых больших в мире. Она расположена сразу на территории 2 стран – Мексики и США. Здесь Антон побывал в самом опасном городе мира – Сьюдад-Хуарес. А Вася увидела убийственную красоту пустыни с высоты. Вот оно, чудо света пустыни. Вау! Снятого материала в пустыне Чиуауа было так много, что не весь попал в эфир. Вот один из них. Вы уже поняли, что в Хуаресе много фриков, но эти особенно эстетичные и позитивные. Пачукас. Пачукас – это известная мексиканская группа гангстеров и мафиози, которая орудовала на этих землях 100 лет назад. В это время как раз появлялся джаз. Ну и, соответственно, ребята потихоньку переняли у них не только музыку, но и манеру поведения, и вот эти скромные, неброские костюмы. Их девиз – модно, стильно, молодежно. Шляпы, брюки на подтяжках, широкие штаны зуд, пиджаки оверсайз и иногда прическа помпадур, как у Элвиса Пресли. Ребята бросают вызов серому обществу своими танцами и костюмами. Раньше пачукас считали бандитами, и местные их боялись. Сейчас же они стали символом Мексики. Ола! Ола! Как это делается у вас? Как это... Слушайте, мне мама говорила, что стиляк раньше называли попугаями. Я не понимал, вот теперь понимаю почему. Но для меня вы просто супер яркие люди. Вы так и в жизни ходите? Это мой стиль жизни, конечно. А где вы работаете? Работаю на алюминиевом заводе. Ну, слушайте, я бы точно так же ходил делать алюминий. Это очень органично. А что мне нужно сделать, чтобы стать пачукас? Окей. Сначала тебе нужно снять рюкзак и верхнюю одежду. Да. Си. О! С барского плеча. А шляпа просто? Оп! Ребята, я с вами, я тоже с одиноченкой. Будем держаться вместе. Погнали! Давай, топчем голубя! Топчем голубя! Эти ребята доказывают, что даже в самом опасном городе Мексики живут самые веселые люди. Gracias, ребята, gracias. Фу, я кардиологу. Pachuco 656. В неизданном мы приоткрываем для вас закулисье съемок «Орла и решки».
Мы стараемся, чтобы все в кадре не только выглядело, но и звучало идеально. А мы ведем прямой репортаж прямо с центра океана. Не переключайтесь. Если со звуком в нашей программе все хорошо, то с текстом ведущих не всегда. Здесь много отелей, как дешевых, так и очень дешевых. Но я на безопасности экономить не буду. Че? Тут остановился, сказал Давайте. и пошел. Я ждал текст команды. Текст! И чтобы текст звучал тоже идеально, он должен начинаться только после команды режиссера. Хорошо, что Хуарес. Хорошо, что Хуарес город пограничный, и здесь много отелей. Текст. Конечно, я мог бы отправиться в пустыню сегодня, но тогда придется там заночевать. Текст? Петухи у него здесь собаки. Текст? Доброе утро, чудо. Если бы не это неизданное, вы бы даже не узнали еще один секрет. В пустыне Чиуауа в конце программы наши ведущие так и не смогли созвониться по видеосвязи из-за проблем с интернетом. Поэтому диалог с ведущими записали режиссеры. Hello, американка. Антон, привет! Ты там где, что, куда, живой? Слушай, да живой я, хватит меня пугать. Ну да, здесь страшно, но тут... Страшно весело. А ты как? How do you do? Мне так понравилось, но это все не главное. Главное, Антон, смотри, видишь? Звезда! Это тебе, Антон, это мой подарок. Вась, ты удивительный человек. Вот слез не хватает, а умудряешься другим людям дарить. Спасибо тебе. Антон, пусть эта звезда будет для тебя путеводной до нашего следующего чуда света. Все, договорились. Встретимся в каньоне Дель Чикабу. До встречи, все. Мужики, у меня перерыв. Пустите в наркокотель, чисто пострелять. На этом наши неизданные приключения не заканчиваются. На следующей неделе мы покажем еще больше закулисья работы мечты. Я люблю свою работу. Я люблю свою работу. Узнаем, какие экстремальные выкрутасы вытворял Антон. Новые шорты, новый ортез, новые впечатления. Меняемся. И как Василиса сделала незабываемую фотосессию. Господи! Кто-то фоткается с Эйфелевой башни, кто-то с Пизанской башни, а я фоткаюсь с акулами. В общем, не пропустите. Чакры наполняются любовью, вокруг мир, красота и умиротворение. Ом. Орел и Решка приглашает всех желающих покорить Килиманджаро. Зайти на вершину Африки вместе с популярным тревел-шоу. С 9 по 17 октября. Красиво. 2 дня сафари в национальных парках Танзании. Ну а дальше брось себе вызов и встречай рассвет на самой высокой точке Африки – 5895 метров. Все это время команда «Орла и Решки» снимает кино о твоем восхождении. Поверь, эта поездка изменит твою жизнь. Кажется, теперь я сейчас все могу. Подробности в описании. Количество мест в группе ограничено. Успей записаться.